Почему японцы едят фрукты немытыми? Был задан такой вопрос, и мне проще будет быстренько ответить в формате видео, нежели чем я буду сидеть и писать громоздкий большой комментарий. Давайте прошвырнемся по супермаркетам и сравним мое прошлогоднее осеннее видео и новое весеннее этого года. Сравним цены, сезонный ассортимент. И параллельно я буду отвечать на вопрос, действительно ли вредно есть японские фрукты немытыми или нет. Начнем с того, что, во-первых, все фруктовые фермы Хоккайдо находятся в горах, и виноград выращивается в наичистейшей среде. Плюс японцы не обрабатывают плоды ядовитыми термоядерными химикатами, которые негативно могут повлиять на здоровье человека. Но возникает вопрос: как японским виноградарям удается выращивать такой красивый и вкусный виноград? А все дело в обычном блуме. Блюм или блум, как его тут называют, это абсолютно натуральный и безопасный ингредиент, состоящий в основном из жирных кислот, которые помогают предотвратить болезни, испарение воды, а также играют важную роль в сохранении свежести фруктов. Блум вырабатывается самим виноградом. Это восковой компонент, который предотвращает заражение патогенами и в то же время чудесным образом сохраняет плод свежим. Кстати, белые порошкообразные блумовые разводы, найденные на поверхности винограда и ягод, часто принимают за пестициды и плесень. Но это не так. Он считается абсолютно безопасным и выделяется не только виноградными плодами, но белый налет блума можно наблюдать также и на ягодах черники, жимолости, яблоках, сливе, хурме и даже на огурцах. Основной компонент блума – алианоловая кислота тритерпен, который содержится не только в винограде, но и во многих других растениях, включая оливки и, допустим, те же листья перилы. Давно доказано, что алианоловая кислота обладает различными физиологическими свойствами, включая подавление роста бактерий, вызывающих, к примеру, тот же кариес, а также антивозрастные действия. Отсюда алианоловую кислоту очень часто применяют в косметологии. Следовательно, мыть или не мыть фрукты в Японии – это еще тот вопрос, которым зачастую задаются сами японцы, и они же до сих пор не могут внятно на него ответить. А все из-за расхожести мнений населения, потому что оно делится на категорию привередливых чистоплюев и на всесторонне осведомленных эрудитов. Соответственно, первая половина считает, что нужно обязательно мыть плоды, смывая различные собравшиеся отрицательные бактерии на поверхности, мотивируя тем, что даже самый выращенный в естественной среде фрукт тоже может негативно повлиять на организм человека. А вторая утверждает, что если каждый раз даже приобретенный в супермаркете фрукт мыть водой, то плоды теряют свою первоначальную свежесть, и у них сильно ухудшается вкус. А как мы знаем, для японцев вкус – это высокое эстетическое наслаждение. Поэтому лучше всего их не мыть, а наслаждаться его первоначальным, так сказать, содержанием. И вкуснее всего, естественно, будет пробовать прямо с куста на ферме. И так как я солидарна с последними, то, соответственно, примыкаю к их половине. Но при этом, конечно же, я подчеркиваю, я прямо жирно так подчеркиваю, что сейчас я веду речь о тех фруктах, которые выращиваются именно в Японии на Хоккайдо. Потому что если бы я жила в России или где-то в странах постсоветского пространства и покупала бы фрукты у кого-то на рынке или в супермаркетах, я бы, естественно, их мыла. Тут опять же речь идет о элементарном доверии населения к государству. То же самое говорят японцы о привезенных фруктах откуда-то из-за границы, например, с Чили, Америки, Австралии, Нидерландов и так далее. Так как фрукты, идущие на экспорт, реально обрабатываются термоядерной химией. И какой из них именно обработаны плоды, это опять же вопрос, на который никогда не будет найден правдивый ответ. Подытожим.
Шайн-мускат – это виноград, который по сути можно есть как с кожурой, так и без нее. Но опять же, стоит не забывать, что это такой капризный виноград, который теряет вкус даже тогда, когда с него снимаешь кожурку рукой. Мы, конечно, этого не делали, к тому же это совсем как-то не гигиенично. Поэтому в моих предыдущих видео с нашими поездками на ферму, если внимательно присмотреться, то можно заметить, что когда посетители заходят на ферму, на входе им выдают специальные бумажные стаканчики и ножницы для того, чтобы те посетители, которые по каким-то причинам не любят кожуру или просто боятся каких-то бактерий, таких японцев очень много, смогли аккуратно ножницами срезать виноградины, пробовать и выплевывать косточки с кожуркой в стаканчик. Также в видео я показывала, что по всей виноградной территории расставлены мусорные баки, в которые посетители выбрасывали этот мусор. На входе той фермы, где я снимала про виноград, насколько я помню, стояло 2 бака. Один под бумажные стаканчики, а другой под кожурки и виноградные косточки. И на яблочных территориях также были расставлены мусорные баки. Все это, конечно, безотходное производство, перерабатывается и идет на удобрение. Отсюда следует, что японский виноград можно есть как мытым, так и немытым. Это исключительно сугубо личное желание каждого. И для этого японские фермеры предусматривают все до мелочей. У японцев всегда все по инструкции, все тщательно проверено, проанализировано и предусмотрено. Поэтому никто не будет обрабатывать фрукты химией и приглашать на ферму посетителей, драть с них деньги и травить, рискуя в первую очередь их здоровьем, а во вторую очередь своим бизнесом. Потому что если кто-то траванется, то это светит уголовным делом и пожизненными выплатами многомиллионных штрафов. Да и само японское общество очень начитанные и грамотные граждане. И что попало, они есть не будут. Они могут позволить себе есть немытые фрукты с куста на ферме и даже купленные в обычном супермаркете, но только в том случае, если это будет выращено в Японии, потому что, опять же, доверие к отечественным производителям высокое, а к зарубежным не очень. Надеюсь, что мой ответ был исчерпывающим и видео формата вопрос-ответ вам зашло. Если не сложно, одарите его лайком и подпишитесь. Но если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях, а я постараюсь отвечать по возможности как можно быстрее.